Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить нежный и ароматный муссовый торт из тыквы. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. В первую очередь подготовим тыкву, которой нам понадобится около 600 граммов. Для этого десерта я предпочитаю использовать мускатные сорта тыквы, такие как баттернат, но подойдут и любые другие. Тыкву очищаем и нарезаем средним кубиком. Затем выкладываем ее в жаропрочную посуду, накрываем листом фольги и отправляем в духовку, где тыква будет запекаться до полной готовности. Также тыкву можно просто отварить, но в запеченном виде она получается не только более полезной, но и более ароматной и сладкой. Готовую тыкву достаем из духовки и оставляем на столе до полного остывания. А когда тыква остынет, можно приступать к непосредственному приготовлению торта. И в первую очередь подготовим форму диаметром 20 см. У меня это кольцо, дно которого я сформировала из фольги. Если у вас разъемная форма, то ее дно нужно выстелить пергаментной бумагой. Теперь займемся основой торта. Для ее приготовления нам понадобится одно яйцо. Добавляем в яйцо буквально несколько крупинок соли и начинаем взбивать его с помощью миксера. Когда на поверхности яичной массы появится легкая пена, берем 30 граммов сахара и, не прекращая взбивать яйцо, всыпаем его в яичную массу небольшими порциями. И продолжаем взбивать яйцо, пока яичная масса не побелеет и не превратится в пышную воздушную массу, по консистенцию напоминающую сгущенное молоко. Теперь через сито в яичную массу нужно добавить 20 граммов муки, 5 граммов крахмала, у меня кукурузный, и 10 граммов порошка какао. Если крахмала и какао нет, то их вполне можно заменить таким же количеством муки. А еще, если вы не уверены в том, что хорошо взбили яйцо, сюда же можно добавить немного, буквально четверть чайной ложки разрыхлителя. С помощью лопатки или обычного венчика аккуратно вмешиваем сухие ингредиенты, стараясь по максимуму сохранить воздушность взбитой яичной массы. Когда все сухие ингредиенты намокли и тесто стало однородным, выливаем его в подготовленную ранее форму и аккуратно распределяем по всему дну. А затем отправляем форму в уже разогретую до 170 градусов духовку, где бисквитная основа торта будет выпекаться на протяжении 12-15 минут, ну или до сухой зубочистки. Отставляем пока нашу основу на столе, чтобы она остыла, а сами займемся тыквенным муссом. И в первую очередь берем 25 граммов желатина, у меня желатин быстрорастворимый. Высыпаем его в небольшую пиалку и заливаем 100 мл воды или жидкости, которая выделила тыква в процессе запекания. Я, как вы видите, использую тыквенную жидкость. Перемешиваем желатин с жидкостью, чтобы каждая крупинка порошка намокла, и отставляем желатин на 10-15 минут, чтобы он набух. В это время берем 500-550 граммов уже остывшей запеченной тыквы. К тыкве добавляем цедру одного апельсина и 110 граммов сахара. Теперь с помощью погружного блендера пюрируем тыкву до образования гладкой и однородной массы. Когда тыквенное пюре готово, добавляем в него 250 граммов сливочного сыра маскарпоне. Если такого сыра нет, то его можно заменить предварительно отвешенной жирной сметаной или, в самом крайнем случае, перетертым через сито жирным творогом. Перемешиваем тыквенное пюре с маскарпоне с помощью все того же погружного блендера до однородности. И пока отставляем эту миску в сторону. Берем 200 мл очень холодных сливок жирностью от 30%. И с помощью миксера взбиваем сливки. До твердых пиков доводить их не нужно. Достаточно, если по консистенции они будут напоминать не очень густую сметану. Взбитые сливки соединяем с тыквенно-сырной массой и с помощью миксера хорошо все перемешиваем до однородности. Теперь вернемся к желатину, который к этому времени хорошо набух. Нам его нужно растопить. Сделать это можно либо в микроволновке короткими импульсами, либо на паровой или водяной бане. Начинаем снова миксером перемешивать основу тыквенного мусса и вливаем в него тонкой струйкой растопленный желатин, не прекращая работу миксера. Отставляем пока миску с муссом в сторону
И вернемся к бисквитной основе торта, которая к этому времени как раз остыла. Достаем ее из формы и перекладываем на блюдо или подложку для тортов. Затем устанавливаем вокруг основы формовочное кольцо, в моем случае тоже, в котором основа и выпекалась. И выстилаем борта ацетатной пленкой или пергаментом. Теперь берем наш тыквенный мусс и выливаем его на бисквитную основу. Лопаткой или ложкой разравниваем поверхность мусса. Можно также слегка постучать формой, аккуратно придерживая ее руками, чтобы удалить крупные пузырьки из муссовой массы и чтобы поверхность мусса получилась более ровной. Накрываем форму с тортом пленкой и отправляем ее в холодильник на 2-3 часа, чтобы мусс схватился. В это время можно приготовить основу для апельсинового желе. Берем 8-10 граммов желатина. Затем берем 250 мл апельсинового сока. У меня свежевыжатый с мякотью. Добавляем в желатин 3-4 столовые ложки сока от общего количества и хорошо все перемешиваем. Оставляем пока желатин на 10-15 минут, чтобы он набух. Затем берем весь оставшийся сок и переливаем его в небольшой сотейник. Добавляем в него 30 граммов сахара и при постоянном помешивании доводим сок с сахаром до кипения. Закипевший сок снимаем с огня и добавляем в него набухший желатин. И снова хорошо все перемешиваем до полного растворения желатина. А затем оставляем будущее апельсиновое желе на столе, чтобы сок остыл до комнатной температуры. Потом достаем из холодильника наш муссовый торт и выливаем на него остывший апельсиновый сок с желатином. Снова накрываем форму пленкой и убираем торт в холодильник как минимум на 5-6 часов, а еще лучше на ночь, чтобы и мусс, и желе хорошо застыли. Ну а уже потом полностью готовый торт достаем из холодильника, освобождаем его от кольца и ацетатной пленки и украшаем по своему вкусу. Я в этот раз для украшения использовала рубленый белый шоколад, апельсиновую цедру в сиропе и свежую цедру лайма. Муссовый торт по этому рецепту получается очень нежным, невероятно вкусным и где-то даже полезным. А еще, если вы не признаетесь, что в его основе лежит тыква, то об этом никто не догадается. Какого-то ярко выраженного вкуса и аромата здесь нет. Просто ощущается невероятная нежность с легкими сливочными нотками и цитрусовым послевкусием. Отмечу, что сам торт получается умеренно сладким, поэтому если вы сладкоежка, сахара в мусс можно добавить и побольше. А вот для апельсинового желе количество сахара рекомендую не увеличивать. Его легкая кислинка идеально дополняет общий вкус тыквенного мусса. К слову, если у вас нет духовки, то вместо бисквитной основы можно смело использовать основу, которая часто идет для чизкейков, то есть измельченное печенье, смешанное со сливочным маслом. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!